Вы на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим о недвижимости и инвестициях в Грузию. Добро пожаловать в наше новое шоу «Для каждого свое». Это проект, где мы рассказываем не только о квартирах, но и о людях, для которых они становятся чем-то большим, чем просто стены. В каждом выпуске мы будем знакомить вас с уникальными героями и помогать им найти дом мечты. Сегодня у нас 5 квартир, каждая со своими особенностями. Мы расскажем о 5 героях, которые ищут идеальное место для жизни, работы, отдыха или инвестиций. А ваша задача – внимательно следить за нашим выбором, участвовать в обсуждении и, возможно, найти квартиру своей мечты. Ну и в конце вас ждет викторина с полезным подарком. У нас теперь на канале только шоу, только новые форматы. Мы пытаемся как-то придумывать что-то новое, интересное. Чем больше вы ставите лайков и комментариев, так мы понимаем, что это шоу вам зашло. Поэтому, если вам не нравится, пишите комментарии. Если вам нравится, ставьте лайки и пишите комментарии. Что ж, давайте познакомимся с нашими аватарами. Павел – инвестор, 48 лет. Павел – опытный инвестор из Санкт-Петербурга. Сейчас его взгляд устремлен на Батуми. Павел считает, что рынок недвижимости в этом городе обладает уникальной перспективой роста. Алексей – IT-специалист, 33 года. После нескольких лет в шумных мегаполисах он решил переехать в Батуми, чтобы найти баланс между работой и личной жизнью. Мечтает о квартире, где он сможет эффективно работать днем, а вечером плавать в бассейне или прогуливаться у моря. Светлана и Михаил – пара, которая наконец-то исполнила свою мечту о спокойной жизни у моря. После напряженной карьеры в банковской сфере они хотят провести пенсию в уютной квартире, наслаждаясь приятной атмосферой Батуми. Им важно, чтобы из окон открывался вид на тихие улочки. Иван – предприниматель. Иван недавно закрыл успешный проект в Москве и решил начать новую жизнь в Батуми. Он ищет стильное жилье в современном районе города. Ивану важен комфорт, статус и удобство. Наталья – известная художница, которая ищет вдохновение в природе. Она решила перебраться в пригород Батуми, чтобы быть ближе к морю и горам. Ее квартира должна стать местом, где она сможет творить, отдыхать и наслаждаться тишиной. Что же, самое время определить, кому какая квартира подойдет. Недавно вышел пост в нашем телеграм-канале. Кстати, если еще не подписались, то обязательно подписывайтесь. Ссылка на канал будет где-то вот здесь. Что можно и нужно покупать в Батуми в январе 2025 года? Я отобрал для вас 5 квартир, которые считаю наиболее подходящим для наших аватаров. Первая квартира – это евро-двушка в комплексе Black Sea Towers с видом на аллею героев. Комплекс Black Sea Towers сегодня один из самых лучших домов для жизни в Батуми на аллее героев. Квартира, почему я выделил именно ее? Потому что находится на аллее героев, это новый дом, это Black Sea Towers блок Б, но большинство квартир в этом блоке смотрят на блок А. А эта квартира вынесена вперед, соответственно, из нее открываются прекрасные виды на аллее героев. И даже видно море чуть-чуть, и прекрасно видно закат. Почему она? Первое, средний этаж, 18 из 40, прекрасно подходит для всех. Второе, площадь, с одной стороны маленькая, 40 квадратов, с другой стороны это квартира с отдельной спальней в белом каркасе. Уже сегодня можно заходить делать ремонт. Стоит она $56 тысяч. Если сделать там ремонт, максимум 24 тысячи. Она вам обойдется 80 тысяч однокомнатная квартира, которая будет легко сдаваться $600. Поэтому это прекрасный вариант для того, чтобы купить ее прямо сейчас. Для понимания, квартира выше стоит на $4 тысячи дороже. То есть она стоит 60 на 19 этаже один в один. Вот. А подобные варианты с видом не на аллею героев, а с видом в другой блок стоят по $1500 за метр квадратный. А эта квартира и небольшой площади, и стоит $1400 за квадратный метр, и небольшая по площади, и хороший вид, и прекрасный комплекс. Бонусом к этой квартире, если вы хотите купить парковку, мы продадим вам еще и парковку. У продавца этого есть парковочное место на 2-м этаже парковочного комплекса, который расположен между блоком А и блоком Б. Стоит парковка $18 тысяч, если что. Это не дешево, но если у вас есть автомобиль, я рекомендую приобрести парковочное место. Объект – однокомнатная квартира, 40 квадратных метров в комплексе Black Sea Towers в блоке Б на 18 этаже с видом на аллею героев с отдельной спальней за $56 тысяч. Следующее. Евро-двушка с видом на стадион в доме Аркон. Почему она? Потому что на этих выходных я был в этом комплексе, в нем заканчиваются внутри все работы, осталось сделать только фасад. Внутри сделан уже и газ, электричество, и проведена вода. И сделаны все места общего пользования, отремонтированы. Стоят лифты. По словам застройщика, дают ключи на ремонт уже в марте. А главное – это цена. Цена этой квартиры будет в конце.
Дом Аркон идеально расположен, но в этом доме, к сожалению или к счастью, но мы живем в Батуми, строек очень много. И с левой стороны и с правой стороны этого дома начались стройки комплекса «Параллель», блок А и блок Б. Получается, что две стороны у дома Аркон, по левую и правую сторону, окна выходят прямо на стройку. И в этом доме я рекомендую смотреть квартиры, которые выходят либо фронтально на стадион, либо выходят, задняя часть выходит на море. Я рекомендую смотреть квартиры там. И эта квартира как раз выходит на стадион. Она расположена на 7 этаже. В ней сделан уже полностью белый каркас. Она идеальна для аренды, так как у нее площадь 44 квадратных метра. Она квадратная, в ней все проведено. Это квартира с отдельной спальней, с большой ванной комнатой, с хорошим балконом, с выходом из 2 комнат и из гостиной, и из спальни. Это высокие потолки, это высокое качество строительства, ну и главное вид. Вы выходите на балкон, и перед вами вы видите большую панораму. Вы и стадион, и Карфур, и пивзавод с правой стороны. В общем, все. И никогда этот вид не будет закрыт гарантированно. И даже те стройки, которые располагаются возле Аркона, слева и справа, они не будут вам мешать вообще никак, потому что у вас квартира выходит ровно на стадион. И цена. Цена у этой квартиры $1179 за метр квадратный. Округлим в большую сторону 1200. Для аналогии подобные варианты, аналогичные в этом же доме, но с видом с боковым, не фронтальным на стадион, стоят 1300, а иногда даже $1400 за метр квадратный. Информация для тех, кто уже имеет квартиру в Арконе. Если вы думали ее продать, я вам рекомендую подождать. Мое ощущение, что когда дом построится, запустится, и люди начнут делать там ремонты, это будет один из лучших домов вообще в Батуми. Когда появился здесь застройщик Аркон, это компания строительная из города Тбилиси, это был первый проект в Батуми, такая была темная лошадка, никто не знал, что из этого получится. И знаете, что могу сказать? Получилось очень здорово. Я, повторяюсь, был там на выходных, я увидел, как там сделаны места общего пользования, как сделаны лифтовые холлы, как сделаны коридоры, как отделано, как все вот разведено. Ну, достойно внимания, достойно внимания. Таких домов мало. Такие есть дома подобные, но он ярко выделяется на фоне всех остальных. Поэтому я рекомендую тем, кто хочет продать, попридержать эти квартиры, они еще вырастут в цене, а тем, кто хочет купить, покупайте, не откладывая. Квартира номер 3. Квартира в старом городе. От застройщика HomeSite. Это люди, которые строят вовремя, качественно. Их квартиры всегда в цене. Там всего 60 квартир, 5 этажей, все уже давно продано. И у нас есть одна по переуступке. Квартира на 5 этаже, тоже небольшая, однокомнатная квартира с отдельной спальней, с видом на горы. За год дом полностью построен, что удивительно. Хотя не удивительно, там всего 5 этажей. Я думаю, что уже через год можно начинать там делать ремонты. И для старого города цена в $1450 за квадрат – это вообще прекрасное предложение. И по этой квартире вы можете ее купить все еще с рассрочкой. Там еще действует рассрочка, можно заплатить за нее полцены, а остальное взять рассрочку на 1,5 года, оставшийся до окончания строительства. Локация просто супер. Это пешком 2 минуты до всего. До старого города, вы в старом городе, минута туда, минута на Чувчевадзе. Еще минута, где вы еще можете оказаться? Через 2 минуты вы можете оказаться возле парка 6 мая. 5 минут до моря. Таких домов просто нет в городе. А те дома, которые есть, в них цена стоит, там, цена метра квадратного зашкаливает там, и достигает там, $3000 за метр квадратный. Поэтому я отобрал эту квартиру для тех, кто любит старый город, кто любит мало этажей. А такие люди есть, я знаю, потому что у нас приходят заявки, и люди говорят принципиально: не хочу жить в этих высотках 40-этажных, хочу жить в маленьком, уютном клубном доме. И это как раз квартира для вас, для тех, кто любит старый город, кто любит мало этажей, кто любит приватность, кто любит клубные дома, кто любит знать всех соседей вокруг, понимает, что такое хорошая недвижимость. Номер 4. Ну, господа, тут вообще что говорить. Это двухкомнатная, просторная квартира в комплексе Sunrise Palace. Об этом проекте уже много сказано. Как мы его любим, вы тоже знаете. И столько мы видеороликов снимали об этом. И этап строительства. Для меня самое основное, знаете что? Дом готовый. Тоже о нем все знают. И сегодня Данил о нем говорил. И как они строят, это просто удивительно. Они строят всего 14 месяцев, а построено уже 30 этажей.
30 этажей за 14 месяцев. Я таких темпов не видел не только в Грузии, но и вообще не видел таких темпов строительства. Значит, локация на аллее Героев, надежный застройщик, хороший вид из окна, а главное планировка. Это не маленькая однокомнатная квартира, это хорошая евро-двушка, 57,5 квадратов, на 14 этаже, в белом каркасе, с видом на стадион и на аллее Героев, и всего за $1230 за метр квадратный. Таких квартир у застройщиков уже нет давно. И вот у нас есть одна такая квартира по переуступке, и мы знаем, кому она подойдет. Ну это вообще большая квартира с видом на море в Махинджауре. Друзья, это дом на честной первой линии моря в Махинджауре, в зеленом месте. Наконец-то, когда мы только-только начинали продавать этот дом на старте продаж, все нам говорили, было главное возражение такое: как в Махинджауре покупать, там пробки, ехать полчаса до города, все далеко, нет инфраструктуры никакой. Но в прошлом году, как вы знаете, перед выборами построили объездную дорогу, и теперь там дорога абсолютно пустая, и нет никого, ни фур, ни больших грузов, ни транзитного транспорта, идущего в Турцию. Теперь до сектора очень быстро добраться. Он все еще расположен на первой линии моря. Квартира находится на 8 этаже из 19, ровно середина, все как мы любим. Из этой квартиры открываются прекрасные виды и на горы, и на море, и на Батуми. Ну, в общем, там, правда, туда нужно попасть, чтобы посмотреть. Там такие обалденные видовые характеристики. И цена этой квартиры всего-навсего $1200 за метр квадратный или $67,5 тысяч общая цена. Квартира полностью оплачена, уже можно начинать делать ремонт. В общем, в Махинджауре зеленое все вокруг, до Буцада пешком рядом. На такси 5 минут вы в центре Батуми в старом городе. Дом уже построен, ведется остекление. В этой квартире можно начинать ремонт. У нас даже разработан дизайн-проект этой квартиры. Если что, это будет бонусом нашему покупателю. Белый каркас, надо брать. Инфраструктура, что там из интересного? Там хорошая большая парковка, детская комната внутри. Там медицинский центр на первых 2 этажах. Хороший застройщик, приятные лифты, хорошее убранство холлов, наличие газа, окна с 2 сторон и виды из этой квартиры, конечно, просто бомбические. Планировка идеальная, ровно квадратная, с хорошим балконом, небольшим причем. А у гостиной все окна панорамные, в пол стеклянные. То есть там можно лежать на диване и смотреть и на Батуми, и на горы. Ну, вот таких видов, как вот там, я мало где видел, мало где встречал. Что же, самое время определить, кому какая квартира подойдет. Павел и Black Sea Towers. Павел долго выбирал между несколькими квартирами, но в итоге его выбор пал на Black Sea Towers. Почему, спросите вы? Этот дом расположен рядом с морем в современном районе Батуми, что идеально для сдачи в аренду. Павлу понравился вид на аллею Героев. Это не просто престиж, но и гарантированное внимание арендаторов. Управляющая компания готова полностью взять на себя управление квартирой, а значит, Павел сможет продолжать свои инвестиции без лишних забот. Он уже планирует предложить своим арендаторам дополнительные услуги, например, трансфер и экскурсии, чтобы увеличить доход. А что думаете вы? Павел сделал правильный выбор или вы бы посоветовали ему что-то другое? Алексей и Sunrise Palace. Алексей был впечатлен не только бассейном и спа-центром, но и тем, как тщательно продумана инфраструктура дома. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни и удаленной работы. Панорамные окна стали настоящим бонусом. Каждый раз, когда Алексей делает паузу в работе, он может любоваться видом на горы. Он уже нашел место для своего рабочего стола и отметил, что именно в Sunrise Palace он нашел баланс между продуктивностью и отдыхом. А вы хотели бы работать с видом на горы? Пишите в комментариях. Светлана и Михаил и Homesite Corner. Светлана и Михаил с самого начала искали квартиру в тихом месте, и Homesite Corner сразу привлек их внимание. Закрытая территория, приятная атмосфера старого города и благоустроенный двор. Все это идеально для их спокойной жизни. Светлана уже выбрала место для своих любимых цветов на балконе, а Михаил оценил близость магазинов и ресторанчиков. Они говорят, что теперь каждое утро будут начинать с чашечки кофе и вида на уютные улочки. А вы мечтаете о жизни в старом городе Батуми? Напишите, что вам ближе – уют или динамика.
Иван и Аркон Батуми Резиденс. Иван сразу сказал: «Мне нужно быть в центре событий». Аркон Батуми идеально вписывается в его запрос. Современный район, развитая инфраструктура и современный стиль – все это создает ощущение статуса и комфорта. Иван уже пригласил партнеров на первую встречу в своей новой квартире и отметил, что теперь Батуми стал для него новой бизнес-площадкой. Он уверен, что эта квартира станет началом его следующего успеха. А как вы думаете, может ли Батуми быть бизнес-направлением? Пишите свое мнение. Наталья и А-сектор. Наталья была в восторге, как только увидела квартиру в А-сектор. Панорамный вид на море и горы стал для нее главным аргументом. Наталья уже разместила свой мольберт у окна и говорит, что именно здесь она создаст свою лучшую серию картин. Наталья чувствует, что теперь ее жизнь полностью изменилась. Теперь конкурс. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая квартира подходит именно вам, а главное, развернуто опишите, почему именно вам подходит эта квартира. Почему подходит, почему выбрали ее. И самое интересное, за самый интересный комментарий, за самый интересный рассказ, почему выбрали именно эту квартиру, мы подарим вам бутылку фирменного вина от GPI. А результаты огласим в следующих выпусках. Ребят, пожалуйста, напишите обратную связь, как вам формат шоу, что понравилось, что не понравилось, стоит ли делать такое дальше. У нас есть много в базе квартир, которые подходят для разных клиентов, для разных аватаров. И, может быть, вы нам подскажете, что мы можем улучшить или усилить. И обязательно смотрите следующие выпуски. Подписывайтесь на наш канал и до встречи в Грузии.